Как сплести шнур на вилке. Всем привет, с вами Лидия Рябинина из ткацкой мастерской «Рябиновое варенье». Сегодня я покажу, как плетется шнур на вот такой деревянной вилочке, как его начать, как закончить так, чтобы он никуда не распустился, и покажу еще пару небольших хитростей. Итак, мы берем вилочку в левую руку, в правую руку берем нашу нитку. В данном случае у меня сегодня хлопковая нить. И делаем вот такие вот движения. Мы обматываем справа и слева. И кладем нить вот сюда, на правый рожок. Теперь вот эту вот петлю, получившуюся, мы вытягиваем указательным пальцем и перекидываем ее через правый рожок. И затягиваем ее правой рукой. Теперь поворачиваем вилочку. Вот здесь вот по центру у нас будет образовываться шнур. Мы снова вытягиваем вот эту вот нить. И перекидываем ее и затягиваем вправо. Левой рукой мы придерживаем всю вот эту конструкцию, чтобы у нас шнур примерно хотя бы посередине образовывался, чтобы он был ровным. Так, снова перекинули, положили вот сюда нить и вокруг нее перекинули вот эту вот петелечку. Все, у нас начинает образовываться шнур. Смотрите, если сейчас я сниму с вилки и потяну за вот эту вот нить, все у нас распустится. И сейчас я для закрепления покажу еще раз, чуть быстрее. То есть мы обматываем вот так вот 2 петли, кладем, перекидываем, затягиваем. Придерживая за вот этот конец, поворачиваем, кладем, перекидываем, затягиваем. Поворачиваем, кладем, перекидываем, затягиваем. В общем-то все. Основная техника плетения одноцветного шнура выглядит вот так. Дальше мы просто повторяем вот эти вот наши движения. Со временем, когда начнет здесь формироваться шнур, здесь уже можно будет так крепко не придерживать, он уже будет примерно посередине держаться. И когда у нас начнет формироваться изделие, мы можем завести вот эту вот нитку в отверстие, и наш шнур будет обматываться вот здесь вокруг вилочки. Теперь я еще обещала показать некоторые хитрости. Смотрите, иногда мы думаем, что перекинули, не глядя, когда уже плетем, думали, что перекинули вот эту петлю и затянули ее. А она не перекинулась и затянулась. И что же делать? Мы не можем ее перекинуть. Если силой начать перекидывать, можно сломать вилочку. Тогда мы берем вот эту вот петелечку правую и сзади аккуратненько вытягиваем ее. Все, теперь она у нас тоже опять длинная, и мы можем ее перекинуть и продолжить плести дальше. И вторая хитрость, когда я хочу отложить работу, например, когда я плету в дороге, в машине где-то, иногда нужно отложить работу, и вилочка может куда-нибудь упасть, с нее может слететь вот эта вот наша начатая работа, и будет сложно потом понять, как же правильно расположить на рожках петли. Чтобы этого не произошло, я использую вот такую вот канцелярскую резинку, надеваю ее на рожки, на рогульку на нашу, и теперь у нас уже никуда изделие не денется. Здесь подойдет, в общем-то, любая резинка. Можно использовать резинку для волос, ну или вообще какую-нибудь веревочку намотать. Собственно, все. Сейчас я чуть-чуть поплету шнур, чтобы было видно результат, и покажу, что же у нас получается и как закончить эту работу. Вот, в принципе, уже достаточно. Уже у нас тут видно, что у нас формируется шнур. И сейчас будем заканчивать. Смотрите, как мы заканчиваем. Мы снимаем всю эту конструкцию, обрезаем нитку и смотрим. Если мы потянем за вот эту вот ниточку, у нас начнет затягиваться левая петля. Нам сначала нужно затянуть правую, но не просто затянуть, потому что если мы за нее потянем, она просто распустится. Мы заводим в нее вот этот кончик. И затягиваем, вытягиваем левой петлей. Все, вот у нас затянулась правая петля, теперь она никуда не денется. Теперь заводим кончик во вторую, в левую петлю и вытягиваем. И вот у меня получается вот такой вот шнур, который не расплетется. Вот он квадратного сечения.
Такой плотный, не растягивается, потому что у меня нить хлопковая. Если взять шерстяную нить, он будет чуть-чуть тянуться, но незначительно. Вот он прочный, очень плотный. Такой шнурок. Это была базовая техника плетения шнура. Еще можно плести, например, вот такие вот двухцветные шнуры. Если вам интересно, как сделать такой шнур, напишите в комментариях, и я сниму видео об этом. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. С вами была Лидия Вареньевна. До встречи!